Дорогие друзья, дамы и господа, продолжаю описывать историю разлученной вечной пары в моем романе-ремейке «Я жена Асура». В предыдущем 7 эпизоде я описала, как жена из разлученной пары приходила на зов своего вечного мужа, который стал Асуром, в ассурические миры. Рождаясь в ассурических мирах, она не могла воссоединиться со своим вечным мужем, потому что проклятие не позволяло ей этого. И эти воплощения в ассурических мирах она использовала для уничтожения самых мощных, наисильнейших, недосягаемых асуров. В 7 эпизоде я рассказала, как она делала это, а в этом 8 эпизоде я представлю одну из двух причин, почему она шла по одному и тому же шаблону, позволяющему вычислить, что это все сделала одна и та же личность. Итак, поехали. В этом романе-ремейке «Я жена Асура», я вечная жена, у меня есть вечный муж, и мы с ним вечная пара. И вот я, как вечная жена в этом романе-ремейке «Я жена Асура», уничтожила 40 самых грозных, мощных, недосягаемых асуров в ассурических мирах, приходя туда и воплощаясь там, следуя зову моего вечного мужа, который в результате проклятия стал асуром. Все эти 40 раз, каждый раз я шла по одному и тому же сценарию, с некоторыми несущественными внешними отличиями, но все же следуя одной линии с четко прослеживаемым почерком действия. Ну, неужто логичным и правильным было бы действовать так, чтобы меня не могли просчитать? Неужто я с какой-то мощной командой уникальных спецов оказалась настолько глупа, что мы действовали так единообразно, так прямолинейно по одному и тому же шаблону? Как могла такая уникальная команда упустить этот момент отслеживаемости этих акций и буквально преподнести врагу на блюдечке с голубой каемочкой связь между этими 40 акциями по уничтожению самых грозных асуров? На самом деле в этом была очень большая целесообразность. И сейчас я представлю первую целесообразность из очевидных двух лично для меня на данное время. Итак, во-первых, это нам, мне и моей команде каких-то уникальных спецов было на руку, так как мы своими повторяющимися шаблонными уничтожениями самых грозных асуров в одной манере, образно выражаясь, тыкали палкой в осиное гнездо, все больше и больше выводя асуров из себя, с расчетом на то, что кто-то из них не выдержит и сделает свой опрометчивый шаг. И наша стратегия сработала. В 40-й раз кто-то из асуров не выдержал, уже зная, что некая личность вот так воплощается у них, становится женой их самого грозного, неуязвимого асура и уничтожает его, причем всегда во время их супружеского интима, при этом спалив дотла все его чакры, все способности этого асура и даже всю его ассурическую природу. И кто-то из асуров, когда мы уничтожили уже 40-го такого мощного асура, не выдержал и проклял меня. Скорее всего, это был кто-то из родни этого асура, и, скорее всего, это была его мать или кто-то еще. Этот кто-то проклял меня, то есть ту женщину, которая уже сожгла 40 грозных, недосягаемых асуров. И, по всей видимости, в этом проклятии говорилось, что чтобы мой настоящий муж сделал бы со мной то, из-за чего я уничтожила этого 40-го асура, ну и всех их из того списка. Как они узнали, что у меня есть настоящий вечный муж, мне неведомо, но в проклятии говорилось именно о моем настоящем муже, с которым я не могла быть вместе из-за проклятия, которое мы с моим вечным мужем получили неисчислимое количество жизней до этого. Но почему же уже это новое проклятие было мне и моей команде на руку, и почему именно я сподвигла того, кто проклял меня уже во 2-й раз, сделать это, и даже вложила слова этого проклятия в сознание той личности, которая прокляла меня? Ну, во-первых, это новое проклятие было мне и моей команде на руку, потому что оно было несправедливым. И поэтому, именно поэтому, что оно было несправедливым, оно развязывало мне и моей команде руки для дальнейшей нашей вендетты. Ведь я не была виновата в том, что уничтожала того асура. Каждый раз нового.
Я становилась его женой и безукоризненно, честно выполняла свои обязанности как его жены. Я выполняла все его желания. Конечно, то, что его как-то незримо подталкивали к этим оргиям, это было, конечно же, влияние моей команды на этого Асура. Но мы ведь не заставляли его, мы не принуждали его. Он сам велся на это побуждение, понуждение его к этим оргиям. И в придачу он меня то ли опаивал каким-то зельем, то ли воздействовал на меня какими-то чарами мистическими, колдовскими, чтобы я не осознавала действительности, была раскрепощена телесно и не могла контролировать свои действия. Он знал, что я ему верна и душой, и телом, и ни за что не соглашусь участвовать в этих оргиях. И он делал что-то со мной, чтобы я все-таки участвовала в них, не осознавая реальности. И хотя к этому его побуждали незримые действия моей команды, которые не были воплощены, и которые с иных каких-то сфер бытия незримо воздействовали на него и понуждали его, так подталкивали его к этим оргиям, все же решение было за ним. Это он решался на эти оргии, и это он вводил меня в какое-то состояние сознания, когда я не осознавала реальности. И это он отдавал меня своим дружкам в эти оргии. Я была жертвой, я была невинной, я была невиновной, ни в чем. Да, когда мне это открывалось, я уничтожала его, но это была правильная реакция, потому что по вселенским законам за унижение женщины мужчина платит своей жизнью. Уничтожая его, я не оказывалась виновной по вселенским законам. Я просто платила ему за свое унижение им. Это была лишь моя реакция, причем правомерная, закономерная и в согласии со вселенскими законами. И меня нельзя было винить за это. Я была жертвой, даже несмотря на то, что я уничтожила 40 мощных недосягаемых асуров. Жертвой была я, так как никто из них не имел права так со мной поступать. Но кто-то из асуров не выдержал и на нашей 40-й акции проклял меня. Это была их ошибкой, так как я получила вместе с этим проклятием карт-бланш на беспрепятственное их уничтожение. Я получила возможность отплатить им за их несправедливость, причем такую глобальную несправедливость. Первое проклятие было справедливым. Там какой-то мудрец вернул нам то, что мы совершили по отношению к нему и к его жене. Но тут нечего было возвращать, потому что жертвой была я. Я была женщина, которую так и несправедливо, так жестоко унизил ее муж. И благодаря этому несправедливому проклятию я получила возможность отплатить асурам за это несправедливое проклятие. Это развязало мне с моей командой руки. И мы после этого могли действовать уже без оглядки на правила, ограничивавшие нас до этого. Мы получили как бы депутатскую неприкосновенность, депутатский иммунитет и некую золотую печать, которая открывала нам двери там, где они в принципе не могли быть открыты. Асуры, наложив на меня такое несправедливое проклятие, сами дали нам разрешение на их уничтожение. И это первая причина, для чего я шла каждый раз все эти 40 акций по уничтожению асуров по одному и тому же шаблону, оставляя за собой так легко просчитываемый почерк. Но это не все. Следующее, для чего это было нужно, я открою в следующем эпизоде. А на этом все. 8-й эпизод моего романа-ремейка закончен. Продолжение следует.